Всем привет! Вы на канале World of Armor. Меня зовут Вячеслав Перепелица. Обычно я делаю доспехи, но в этом видео я буду говорить. А говорить буду про поддоспешную одежду. То, что как раз на мне. В этом видео будет не только обзор, но и тест, от чего вообще может защитить подобная защитная одежда. Потому что дублеты, акетоны или набивные жаки могли быть разными. Могли быть тонкими, толстыми и с различными конфигурациями. Поэтому будет два топора, вот таким заточенным тесаком. Кстати, есть видео на канале про его изготовление. А также постреляем в стеганку из лука. Но для начала немного истории. С тех самых древних пор, когда были созданы первые доспехи, возник и вопрос поддоспешной одежды, или андерармора. В зависимости от времени, региона, типа защитного снаряжения, воины и оружейники решали эту проблему по-разному. Когда впервые появилась поддоспешная одежда, точно неизвестно. Есть большая вероятность того, что в древности первые доспехи надевали на повседневную одежду, или даже обходились мягкой подбивкой самого доспеха. В древнегреческих изображениях хорошо видно, что доспех надевают на голое тело или легкую тонкую безрукавку. Причиной такой оголенности греков, конечно, могло быть желание выглядеть привлекательными. Ну, вы знаете, эти греки. Но не будем сбрасывать со счетов жаркий климат и желание максимально облегчить защитное снаряжение. От натирания краем доспеха воина должна была спасти подшивка тканью. В своих знаменитых записках Юлий Цезарь упоминает боевую одежду для защиты от стрел из войлока, тряпок или кожи, которую его легионеры в 48 году до нашей эры мастерили во время осады Диррахия. Вот только диктатор забыл написать, были ли это андерарморы или наоборот носились поверх доспеха. На рельефе колонны из Майнца, 1 век нашей эры, хорошо видны одежды легионеров, носимых поверх лорики. В 5 веке нашей эры анонимный римский автор трактата о военном деле упоминает некий Таракомах, или Таракомах, я вообще не знаю, какие тут ударения. Первое специальное название андерармора. Вот как описывается Таракомах. Это род одеяния из войлока по размеру человеческой груди и для ее прикрытия. Сшила его искусная мастерица из мягкой шерсти, из опасения, что если одеть сначала панцирь, лорику, не повредил тело грубостью массы. Одевший его, Таракомах, доставит членам своего тела большое облегчение, способствующее работе оружием и при непогоде. Это изображение из кодекса о военном деле. Таракомах имеет вид просторной длинной рубахи. Известно также изображение римского воина Северия Акцепта из археологического музея Стамбула. Среди снаряжения – Таракомах. Античная статуя знатного воина из археологического музея Салоник. Отличный пример изображения птериг, которые выступают в комплекте с мускульным доспехом. Кстати, мускульный доспех — это очень крутая интересная штука, и может быть я когда-нибудь сделаю такой доспех на видео. Так что, если интересует, то пишите в комментариях. Неизвестный автор жития из святого Феодора Сикионского в 7 веке нашей эры тоже писал о тяжелых доспехах весом в 50 фунтов, около 20 килограмм, акцентируя внимание на их тяжести и неудобстве по сравнению с повседневной одеждой и намекая на необходимость андерармора. Византийский император Маврикий, 7 век нашей эры, которому приписывают знаменитую книгу о военном деле раннего средневековья «Стратегикон», упоминает специальный гематий по аварскому образцу из льна, козьей шерсти или другой шерстяной ткани, длиной до колен сидящему в седле всаднику. Авары были восточными кочевниками, пришедшими в Европу в ходе великого переселения народов. Принесли ли они моду на новый вид андерармора? Вопрос остается открытым. В современной реконструкции аварские всадники выглядят снаряженными очень похоже на византийских. В средние века в Западной Европе используют несколько разных терминов для обозначения поддоспешной одежды. Чаще всего упоминается акетон, набивной жак, усиленный дублет, гамбизон и пурпуэн. Следует отметить, что четкого определения того или иного предмета не было. Разные слова могли быть синонимами. Например, акетон, гамбизон. Покрой поддоспешника зависел от моды. До 13 века в моде была одежда с длинными полами, часто ниже колена. С 14 века подол верхней одежды укорачивается, а вместе с ним и укорачивают длину подола доспеха. Силуэт поддоспешника также становится длиной до верхней части бедра. Боевая одежда четко отделяется в терминах от одежды повседневной, но поскольку военной формы регламентированной уставом не было, из средневековых описаний трудно понять, что именно было у воина под доспехом.
Могли ли носить защитное снаряжение поверх повседневной одежды? В редких случаях да. Правда, это касается наименее богатых воинов, либо тот случай, когда часть снаряжения надевалась в попыхах при внезапной атаке. Так, знаменитый конкистадор Франциско Писарро пытался спешно упаковаться в кирасу, застигнутый убийцами на торжественном обеде. Понятно, что за столом он был не в боевом костюме. Кстати, одоспешиться он так и не успел. Отбивался от убийц, намотанным на левую руку плащом и мечом в правой. Пал смертью храбрых, сражаясь в одиночку против нескольких десятков нападающих, а дедушке Франциско тогда было хорошо за 60. Портрет старого тигра в доспехе, правда посмертно. Кстати, именно конкистадоры часто использовали стеганую поддоспешную куртку как самостоятельный доспех. Специфика климата Южной Америки и опыт сражений с индейцами, а часто и отсутствие дорогой кирасы, толкали отважных авантюристов к такому варианту брони. В 15 веке был написан любопытный анонимный трактат «Как надо одевать в доспехи человека, чтобы ему было удобно сражаться пешим». Описываемая в нем поддоспешная одежда годилась для самых разных типов защитного снаряжения, в том числе и для боя верхом, и для турнирных лад. Автор пишет, что основой Under Armour должна быть не рубаха, а специальный дублет из прочного льна с шелковой подкладкой с многочисленными отверстиями. То есть прямо противопоставляется повседневная и специальная боевая одежда. Подчеркивается, что дублет должен быть прочного тканья. Для крепления латных пластин предписывались толстые вощеные шнуры, должны быть сплетены из тонких прочных нитей, из каких делают тетиву для арбалета. Также следует их навощить, тогда они не будут расщепляться и рваться. Для защиты ног также предусматривалась специальная одежда по типу повседневных шоссов. Цитата. Пара штанов, шосс, стеганых и пара кусков тонкой шерсти, чтобы обернуть вокруг колен под его поножи, чтобы те не натирали кожу. Конец цитаты. Касательно термина «панцершоссы», который в ходу у спортсменов ИСБ, то термин довольно спорный. Под панцершоссами можно понимать и кольчужные чулки, и Under Armour. Пример артефактных панцершосс – мюнхенские панцершоссы. Изображение панцершоссов на средневековой миниатюре Библии Мацеевского около 1250 года. А еще одежду родственную поддоспешной часто надевали поверх доспеха. Она служила фактором распознавания свой-чужой и дополнительной защитой. К сожалению, даже позднесредневековых поддоспешников до нашего времени дошло немного. Прекрасным примером может служить боевой дублет из Филадельфийского музея, датированный серединой 16 века. Вес его вместе с кольчужными рукавами составляет 4 кг. Материалом для Under Armour был прежде всего лен, а также шерсть, войлок, кожа, пакля, конский волос. Поддоспешник мог быть простеган самыми различными способами. Насколько толстыми были поддоспешники? Средневековые изображения показывают небольшую толщину. Так, на франкской миниатюре 9 века видно, что доспех надет на толстый подбой. Хорошо видно, как кольчатая броня облегает воинов. Это особенно хорошо заметно по сравнению с внешней поверхдоспешной одеждой. Примером может быть иллюстрация эпохи крестовых походов, изображающая воинов в полной кольчужной броне с капюшоном-койфом. Обратите внимание на толщину подшлемника. А как же рыцари Востока? В разных регионах Азии проблему Under Armour решали по-разному. Уже упомянутые аварские всадники совершенно точно использовали специальный поддоспешник. Известны также изображения монголов в ламеллярной броне, комбинированной со стеганкой. Например, для небогатого монгола толстый халат мог быть вообще и поддоспешником, и самим доспехом. Что же касается Руси, то тут поле для исследований остается огромным. Следует помнить, что уже с конца XI века на полях битв в Руси также господствует всадник рыцарского типа со сходным доспехом и поддоспешными элементами. Что касается стеганок в нашем бугуртном деле. Для современных бугуртов средневековых дублетов, акетонов иногда не хватает. Не хватает именно толщины для того, чтобы погасить удар. Связано это с тем, что в некоторых типах доспехов можно травмировать хребет бойца, просто очень сильно ударив ему по спине алебардой. И чтобы такого не происходило, бойцам приходится выдумывать какие-то ухищрения. Один из самых действенных методов – это надевание мотоциклетной защиты на хребет. Можно использовать также лыжную защиту и вообще все, что может усилить и создать препятствие для излома вашей спины, вашего хребта.
Потому что если у нас тоненькая стеганка и доспех, не дай бог, плотно прилегает к телу, человек может отправляться просто в больницу. И это вообще никому не нужно. Ни организаторам, ни бойцам, ни зрителям. Я уверен, что зрителям такое видеть неинтересно. Потому что это плохо. Человека увозят в больницу, казалось бы, с праздника жизни. Поэтому я делал небольшой опрос. И в принципе все такие опытные бугресмены сказали, что или усиление, смягчение на спине с помощью изолона, поролона, ватина, что угодно, но чтобы на спине была толщина там 2 сантиметра, 3 сантиметра смягчения. Или же использование моточерепах или лыжных специальных защит для спины. Потому что по спине проходят самые акцентированные удары. Ну, по голове и по спине. Но на голове у нас цельная коробка в виде шлема, которая закрыта, которая имеет толщину обычно не меньше 2,5 мм, и там вообще проломать что-либо очень трудно. На спине обычно толщина доспеха составляет максимум 1,5 мм. Если делать больше, тогда такой доспех весит уже очень-очень много. Боец неэффективен, и в итоге нет смысла выходить, потому что ты бегающий фраг, которого забьют. Важным моментом в стеганках для бугуртов является следующее. Свободное поднимание рукава. Обратите внимание, я поднимаю руку, и у меня не тянется вот эта часть. Если у нас стеганка пошита, не дай бог, как пиджак, вы, наверное, знаете, что поднимаете рука, вот это все тянется вверх. Ich habe mich da entschlossen, in Berlin zu bleiben und dort aus freien Stücken in dem Augenblick der dort zu rollen. Это означает следующее. Смотрите, доспех вообще нужно посадить, желательно, на поясницу, чтобы он сел на бедренную часть. Тогда у нас верхняя часть доспеха может стоять на тазобедренном суставе. Это означает следующее, что все наши движения мышцами рук, они будут освобождены от того, что при подъеме на замах мы поднимаем часть доспеха. Еще раз повторяю. Зафиксировали корпусный доспех на талии, то есть посадили его на талию. Следовательно, у нас разгружается весь позвоночник и плечевой пояс. То есть все замахи, вся работа руками становится намного легче. Если же это не сделать, не посадить на талию, то при каждом подъеме вы будете поднимать свои 10, 5, сколько там килограмм, которые у вас на корпусе, и будете каждый раз поднимать и, в общем-то, тренировать силу, но при этом вы будете быстро уставать в бою. Вот этот момент, когда мы поднимаем руку в замах, не должен подтягивать весь доспех. Учитывая, что мы еще и приталиваем здесь, то если мы построим выкройку таким образом, что как пиджак мы берем и тянем все это вверх, то это просто... это невозможно. Я когда вижу такие вещи, которые шьют людям, которые говорят, что пошейте мне, пожалуйста, для спорта, и шьют им такие херни, в которых руки невозможно поднять свободно, это просто смертоубийство. Не знаю. Строится это все легко. Просто должен быть правильный запас на выкройке рукава вот в этих местах. И все. Видя эти проблемы, когда-то давно я пытался заказывать стеганки у тех, кто делает стеганки, но мне не нравилось. Мне нравилось, что оно не сидит на мне, что мне было неудобно, все эти моменты были плохими. Поэтому я сделал сам выкройки, дал знакомой швее, которая у меня здесь рядом есть, и она мне сшила первую стеганку. Вот такая стеганочка спортивная. Она красивенькая, она хорошо облегает тоже. Я специально усиливал, то есть я добавлял смягчающего материала на спину, на верхние, внешние части плечей, то есть в этих местах. И наоборот убирал смягчающие зоны на сгибах локтей. Видите, я легко сгибаю. У меня тут ничего лишнего нету. Вот здесь. Убирал под мышками лишние смягчения, чтобы не было так жарко. Убирал лишнее смягчение вот в этих местах. Потому что если мы одеваем латную рукавицу и у нас тут очень толстая стеганка, мы себе же ограничиваем вот это движение. А это движение очень важно для выпадов всех. Вот. Видите? Раз, два. Ну и чтобы делать более интересные и красивые видео, я такие стеганки заказываю себе обычно. Но в комментариях вы очень часто спрашивали, где вообще купить эту стеганку. Вы можете написать на наш email, который есть в описании под видео, и получить всю интересующую вас информацию по стеганке вот такого типа и вот такого типа. Кстати, вот эта стеганка, которая на мне, она новая, и я ее буду продавать. Вот на обычной спортивной стеганке, которую я называю Тристан, я ставлю вот такие стальные пряжечки, которые являются неисторичными.
пряжек вот так вот и таких ремешков не было. Но это очень легко застегивать, отстегивать. На мне, вот на этой стеганке, которая будет, кстати, продаваться, и вы можете тоже уточнить информацию на e-mail, здесь сделаны отверстия, которые являются более историчными. Вот такая шнуровка, она историчная. На спортивной стеганке я добавляю вот такие кожаные армпоинты, для того, чтобы можно было шнуровать латные руки, латные плечи. Иногда плечо шнуруется на корпусный доспех, потому что он ложится сверху. Но иногда удобнее пришнуроваться к стеге. Поэтому здесь есть такие вот две кожаные детали. В деталях 4 отверстия. Почему 4? Когда мы одеваем доспех, бывает такой момент, что он куда-то прокручивается в одну или в другую сторону. И бывает очень обидно, что вот это сидели, шили, потом надели доспех, и он, короче, сидит неудобно. А если мы имеем тут 4 отверстия, мы можем переставлять, как-то играться, менять положение шнуровки, тем самым корректируя разворот, например, латной руки или плеча на стеганке. Это важная штука. А вообще идеально, когда мы эти все вещи шнуруем на 2 шнурка, потому что если вы в бугурте теряете часть доспеха, то вы автоматически должны прекратить активные боевые действия, потому что это травмоопасно. Это по правилам, это правильно с точки зрения безопасности бойцов. Потерял часть доспеха, садишься и не дерешься. Все. Поэтому очень бывает обидно, когда только из-за того, что какой-то шнурочек один, порвался, вы проигрываете какой-то чемпионат. Вот эти моменты со шнурками — это важная штука. Хочу обратить внимание на стеганку в плечевом поясе. Значит, здесь есть стоечка. Это такой европейский тип доспеха, и здесь вот такой воротничок есть. И это очень удобно, потому что какие-то плечи, которые могут ерзать у вас в районе шеи, могут двигаться, а когда вы боретесь в бою, бывают какие-то соскальзывания, съезжания. Эта стеганка предотвращает упирание стальной части доспеха в вашу оголенную шею. С такой стоечкой это, мне кажется, лучше стеганка, чем без нее. Кроме этого, если мы вешаем плечи тяжелые вот сюда вот на стеганку, эта зона должна быть максимально укрепленная от растягиваний, потому что плечи имеют вес, и когда у нас вот так растягивается стеганка, у нас оголяется вот эта вот ключица, которую желательно не оголять. Желательно, чтобы там был доспех и было смягчение. Это слабая точка, и удары сверху от алебард могут ее сломать. Если вы выбираете себе стеганку, обратите внимание на то, чтобы у вас легко поднималась рука, у вас была фиксация на пояснице. Неважно, у вас есть лишний вес, нет лишнего веса. Вот здесь сзади оно должно сесть на вас, чтобы не сползало так легко вниз. Обратите внимание, чтобы вот эта зона возле шеи была надежная, не растягивалась легко. И еще желательно иметь запас воздуха вот в грудной клетке. То есть вы вдыхаете, и вы не упираетесь в стеганку, а вам легко дышится. И у вас есть место, чтобы активно, сильно дышать. К тому же, когда вы одеваете в спокойном состоянии, вам стеганка может казаться такая нормальная. А когда вы побегаете, у вас там кровообращение увеличивается, у вас разбухают мышцы, может быть уже не так. Уже вы можете почувствовать, что где-то какой-то дискомфорт есть. Поэтому, одевая стеганые элементы, вы должны, возможно, ощущать легкий люфт в некоторых местах, особенно которые неважные. То есть, например, вот здесь должно быть вот свободнее, чем вот в этих местах. То есть вот это место, там, где мы активно сгибаем локтем, должно быть свободно. Место, которое вот в районе плечевого сустава, тут тоже у меня свободнее. Грудная клетка, она свободнее. Талия притянута. И низ, вот внизу, вот где юбка, должно быть тоже свободнее, потому что мы должны поднимать свободно ноги, делать там выпады различные, растяжки. И у вас не должно быть такого ощущения, что вы так раз, и там сзади уже порэпалась стеганка. Еще раз напоминаю, вот эта прекрасная стеганка, которая на мне, она продается. Вы можете ее купить, и это существенно поможет мне делать дальнейшие видео. Вот такая стеганка, она не продается, потому что я уже ее там поюзал, она немножечко там есть порванные места, но знакомая моя швея может сделать еще такую стеганку. Главное получить от вас правильные замеры. Как снимать размеры, у нас есть видео, и с этим вопросов, в общем-то, не должно быть. По поводу этой красивой ткани. Это не историчная ткань. Кроме этого, она еще и синтушная. Если у вас есть задача участвовать где-то на исторических мероприятиях, то такая стеганка вам не подойдет. Какой-либо фэнтези формат, там какие-то игры в лесу, это да, это оно. Но на исторические фестивали вы должны готовиться правильно, изучать историю, изучать материалы, культуру и быт того периода, который вы восстанавливаете. Это отдельная
тема. Ну, вроде по стеганкам немного прошлись. Кстати, еще есть подшлемники. Это важная составляющая шлема. И, наверное, про них тоже стоит сделать отдельное видео. Если интересна вот такая тема про нюансы доспехостроения, то пишите в комментариях, чтобы я понимал, что вам это нравится. Ну а теперь можно перейти к тестированию. Начну с маленького заточенного топорика. У меня здесь старая стеганка, здесь грубая ткань и 2 или 3 слоя ватина. Топорик острый. Видите, я легко отрезаю рукав. Ну и для примера, банально, если я проведу по ладони, я думаю, что пойдет кровь. Но если я провожу по одежде, то, конечно, мы уже видим защиту, хоть какую-то, никакую. Но защита есть. В средневековье могла использоваться более грубая ткань. И, например, вместо ватина здесь могло быть 3, 4, 10 слоев мешковины, которая конкретно грубее. Ну и которая, конечно, даст больше защиту. К тому же нужно понимать, что заточка на оружии, она может пропадать. Когда мы деремся с противником, мы там блокируем, ударяем, возможно, попадаем по доспеху, то заточка вот такая идеальная, я только что заточил топор, она уже пропадет. Поэтому вот такого эффекта может и не быть, что вот мы раз и порезали. Ну и самое интересное, это был порез. А что будет с ударом? Да. Защитила очень слабо. То есть, по сути, мы пробили брюхо рыцарю или брюхо воину. Кстати, интересно, что будет, если топорик метнуть. Здесь я попал лезвием, но, наверное, слабенько кинул. Здесь было пару попадений, но от метания топорика никакого особого урона у меня не получилось. Наверное, потому что я не очень хорошо умею метать топор. Когда я метаю очень сильно, я промахиваюсь. Когда я метаю точно, я кидаю слабенько. Кстати, после пары промахов, просто об землю топорик ударился, у меня уже нет такого разреза. Вот, я банально уже не могу прорезать ткань. А ну. И что будет с ударом? Интересно. Куда-нибудь ударить. Ну, я так средненько бью, но стеганка уже останавливает. То есть бритвенно-острое лезвие прям зашло глубоко. А вот уже немного подтупленное, ну, я все равно чувствую остроту, но сейчас еще раз. Блин, вы сами видели? Кинул топор пару раз об землю. И уже нету разреза. Это чисто рубящий удар. А если я прорежу, попробую именно резать. О! При порезе сразу глубокая рана. Кстати, это интересный повод задуматься о том, что многие приемы, которые использовались реально в средневековье и работали, ну вы видели, просто рубящий удар не работает. С протягиванием, с порезом я существенно усиливаю и увеличиваю урон. Так, ну а что будет с топориком, который потяжелее? Удар должен быть более сильным. Он тоже сейчас очень хорошо заточен, вот буквально только-только. Наверное, сниму, а то, скорее всего, там страшный звук, да? Так. Ну, стеганка спасла бы. И пробуем прорезать. Да. Как только я режу именно, не просто рублю, а протягиваю оружие, сразу начинается веселее и интереснее. Так, ну это были топорики, которые, по сути, раза в 2 легче, чем вот такой тесак. Посмотрим, что может вообще тесак. Сейчас буду просто рубить. Нет, просто рубящий удар. Не прорезал ничего. А если резать, я в целом вскрыл, стеганка прорезалась. Но за счет того, что у меня была огромная площадь, то, да, тут была бы рана, но не такая страшная, как от порезов
узким лезвием, топором, вот здесь и здесь. Попробую сейчас, что получится кончиком. Режущий кончиком именно. Ну, здесь вообще все страшно. Все прорезалось там, ну, короче, там глубоко. Вот по пузу такие удары желательно не пропускать. Кстати, вот эта ручка, которая кажется вообще не особо нужной здесь, да, позволит делать вот такие сильные режущие удары, тяжелые. Попробуем, что из этого будет получаться. Да, режет хорошо. Ай, блин, все сыпется. Я хочу просто развернуть. Теперь наш манекен похож на пуджа какого-то. Так, ну и самое интересное, нужно попробовать пострелять из лука. У меня стилизация английского лонгбоу, его натяжение примерно 20 килограмм. А на стрелах заточенные спортивные наконечники, которые на самом деле не очень хороши для того, чтобы вообще пробивать броню или что-либо вообще. Но все равно, думаю, будет интересно. Не пробило. Возможно, потому что лук слабый, а возможно, потому что сейчас там уже очень мало песка в этом мешке, и стеганка плотно не прилегает к чему-то твердому. Из-за этого возможность пробития ослабляется. Я не думаю, что я попаду в камеру. Вообще из меня плохой лучник, поэтому я просто не должен попасть в такую маленькую камеру. Эх, посмотрим. Ух ты, немножечко пробило. Нужно попробовать попасть вот сюда вниз, потому что тут у меня соприкосновение с мешком больше. О, есть. Конечно, по меркам средневековых лучников у меня в целом детская игрушка, потому что 20 килограмм это ни о чем. Луки лонгбоу могли быть и натяжением в 60 килограмм, это в 3 раза сильнее, чем у меня. Да и наконечники нужно иметь более правильные. Кстати, это интересная тема для того, чтобы сделать на видео кованые наконечники. Если интересно, пишите в комментариях. Вот еще тоненькая стрела. Мне кажется, она развалится от того, что стрянет в мишень. Да. О, ну это мимо стеганки получилось. Кстати, натыкался я на вариант стрельбы из лука, но не вот таким образом, когда у нас стрела лежит с левой стороны от лука, а вот так, с правой стороны. Я обычно думал, что это фантазия фильмоделов каких-нибудь или еще кого-то, кто, в общем-то, не разбирается. Но недавно натыкался на ютубе на какой-то ролик, где показывалось, что есть средневековое изображение со стрельбой вот таким образом, и это довольно интересно. Можно ли с европейского лука стрелять вот как бы наоборот? Я еще никогда так не стрелял, не знаю, что получится. А ну-ка. Блин, я вообще не понял, куда она полетела. Короче, это хреновый способ стрелять, потому что я потерял стрелу. После этого маленького теста становится понятно, что чем сильнее прилегает доспех к телу, тем больше вероятность вообще пробития этого доспеха. Потому что если у нас что-либо шатается и болтается, оно принимает на себя инерцию и не дает себя пробить, прорвать, прорезать. Если же мы ложим на пень, на мешок с песком, на грудную клетку, вот здесь у нас ребра, тут твердая часть, то шанс прорубания, прорезания, протыкания увеличивается. Не знаю, насколько эта информация, конечно, важна, но это интересно. И интересно то, что вот у меня острые наконечники, и я смог всего лишь один раз хорошо проткнуть стеганку. Вот этот. Да, возможно, все дело в том, что лук слабый.
20 килограмм это ни о чем. Но я стрелял с близкого расстояния. Я стоял очень близко, чтобы попадать. И такой результат. Я создал Patreon, на котором вы можете меня поддержать материально. Мне это будет очень полезно в создании моего контента. Спасибо.